Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре ПТ САУ 7 уровня нации Германия, проходная прокачиваемая ветка Штурер Эмиль. Да, вот такой вот огромный, страшный, как носорог, я даже не знаю. Вот, ну сегодня у нас полноценный обзор по этой ПТшке. Давайте разбираться по порядку. Идем смотреть броню. Итак, вот Collision модель нашего Штурера Эмиля. Давайте быстренько смотреть броню. Сейчас поймете, почему быстренько. Снизу 55, здесь 66, ВЛД 61, сама рубка 50, маска 50, сбоку 20, 30 шасси. Все, брони нету, нас рвут фугасами. Кустовая ПТ САУ, чисто кустовая. Так, с бронированием разобрались, брони нету, идеально кустовая ПТ САУ. Давайте смотреть основные модули. У нас предлагает всего лишь две пушки 8 уровня сразу на стоке. Это у нас стоит Канон 18, 300 альфа, 7,8 секунд заряжается, 2,3 время секунд сведения, 0,36 точность, общий ДПМ 2300. Но нас интересует 9 уровня. С альфой 490 на основном типе снаряда и 630 это фугасный снаряд. Вот. Заряжается долго, почти на стоке, да, 14 секунд. ДПМ маленький, 200, точность 0,36. Сводится орудие невероятно долго, 2,5 секунды. И это нужно учитывать при выборе оборудования. Естественно, нужно ставить топовую рацию 700 метров против стоков 265. Вот, нужно нам топовый двигатель в 310 лошадей против 300. Даже 10 лошадей нам нужно. Почему? А потому что ни на топовом двигателе, никак еще эта ПТ САУ вообще не ездит. Она просто еле ползает, как будто это у нас не кустовая, а какая-то супер штурмовая, тяжелая бронированная ПТшка. На месте крутится вяло, поэтому ходовую топовую обязательно качать. 36 градусов скорость поворота у нас на топе, 32 на стоке. Реально рекомендую, будет чувствоваться. По полевой модернизации я еще не качал, но здесь нам нужно качать облегченную ходовую, отстройку параллакс. Нет, стоп, у нас время сведения какое. У нас точность есть. Вот, притирка шестерни наведения. И нужно качать настройку инжектора, чтобы у нас была более лучшая незаметность. Мы прям чисто кустовая ПТ САУ. Ну прям от слова вообще нет брони. Так, по оборудованию. В основной слот у нас вообще здесь все крутится вокруг досылателя. В основной слот, дающий дополнительную огневую мощь, однозначно досыл. Однозначно здесь ставим приводы усиленной наводки, потому что без них она сводится вообще в вечность. Рекомендую поставить улучшенный прицел. Вот. Либо вместо улучшенного прицела, в принципе точность и так неплохая, можно поставить стереотрубы, чтобы самому себе светить в определенных ситуациях. Да. По снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный, с пробитием 231, скорость полета 880, не прямо как быстро. Осколочный фугасный, кстати, летает также, но бронепробитие 65, а вот урон 630. Но мне больше нравится на Штурер Эмиле играть на обычных бронебойных снарядах. Да. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель. Вот. Я еще поставил себе доп-паек, чтобы максимально улучшить тактико-технические характеристики данной ПТшки. Экипаж, 5 членов экипажа. Как качать перки таблицы сейчас перед вами. По огневой мощи углы вертикальной наводки у нас аж целых минус 15. Ой-ой-ой, время заряжания орудия у нас уменьшилось до 11:45, а могло бы быть 11:23. Но у меня, сами видите, заряжающий обучен менее чем на 100%. Вот. Время сведения 2.13, а может быть у вас будет сколько? 2.09, уже прям хорошо. И сведение у вас может быть просто 0.3.
У меня просто экипаж на 100% не выкачан на эту машину. Переобучен, но не выкачан. По ХП у нас 850 стандартный параметр. По мобильности 25 вперед, 12 назад. 8 лошадей на тонну. Ни хрена не едет просто от слова совсем. По незаметности 24, 16 движений. Но извините, у нас просто огромные размеры. Это просто колосс, а не ПТ САУ. По обзору у нас 395 метров. Со стереоми трубами у вас там будет где-то 465. Вот. Ну, я все поставил на точность. По плюсам, минусам данной ПТшки. Просто невероятное орудие мощное. Сумасшедший разовый урон. Хорошая точность, хорошая УВН. А при правильной сборке оборудования уже начинает нормально сводиться. Да, помним про усиленный привод наводки. Нормально сводиться. Вот. Шикардосная пушка. Нет брони, нет подвижности, незаметность. Тоже, как даже для ПТ САУ, такая достаточно посредственная, но мы огромные. Вот как раз по плюсам и минусам ПТ САУ данные. К минусам у нас относится отсутствие брони и высокий силуэт. Она и сбоку просто огромная, что помогает нас лучше попадать. Ну, огромный просто корпус. Плюсы — это пушка, по сути, да. И все. Незаметность, посредственно. Ну, обзор такой стандартный. Вот, по сути, у нас только есть пушка, которую надо грамотно реализовать в бою. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, на что способен штурмель. Погнали. Итак, попали мы на Малиновку. У нас обзор боем ПТ САУ немецкого 7 уровня Штурмель. Сейчас будем проверять, да. 7-го левела, да, проходная прокачиваемая ветка. Мощная пушка. Мощная пушка. Сейчас мы ее затестим. Покончим с ними! Подвижность, конечно, сами видите какая. Слоненок. Приближаются танки. О, хорошая Молодцы. альфа. Ух, альфа сочная. Добром это не кончится. Давай, двигай. Так, 506, блин, приятная альфа. Прям, ну, очень приятно. Нормально мы газанули. Один выстрел уже хорошо. Но это командозависимый аппарат. С такой подвижностью на нем что-либо делать, это такое себе удовольствие. К ним пришло подкрепление. Сюда может проблем пока. О. Миленько. Замечательно. Через кусты стрелял, поэтому
не засветился. А вот теперь засветился. Враги повсюду. Валим. Валим. Приближаются дроны. Придется Ну туго. какая гусеница? Это Е-25. Вы чё, смеетесь? У врагов Дело. подкрепление. Дело. Дело. Есть движение. Он там, внизу на воде. Так, ну что, Враг сейчас обнаружен. свет будет? Чё? Ну ё-моё, мы выигрываем, наши атакуют. Эти у них все в угол оттянулись, походу. После куда я еду со своей скоростью? Ну это просто жесть. При условии, что КВ-2 меня пробивает, просто я для него картон. Танки. Враг уже близко. Хорошо пошло. Беда Ваншот. пришла, откуда не ждали. Ваншот, фугасное чудовище. Брони-то у нас нет. Давай, добивай его. Все, красавчик. Я думаю, тут даже не думаю, что тут думать. Победа. Победа, и мы в ней приняли участие. Мы настреляли аж целых 1500, 300 насветили, сумма 1800. Ну, для 7-го левела сойдет, но я не стал. Если бы я стоял в кустах, бы я уже ничего не настрелял бы. Пришлось ехать в размен, но размен вышел крайне невыгодный, меня убили. Приближаются дроны. Вот аппарат Е-25 такой. Враги повсюду. Все Меня задели. затаранило. Добром это не кончится. Добром это не кончится. Так, ребята, что-то вы как-то расстроились. Броня не пробита, вот о чем и речь на Е-25, на основных снарядах. Пробитие там дерьмо. Дроны на подходе. А, не, Враг уже засветился. близко. Враг Я думал, он обнаружен. еще и не засветится. Штурер Эмиль. Если хотите прям поиграть на настоящий ПТ-САУ кустовой на 7-м уровне с мощной альфой, с точной пушкой, прям вот наказывать врагов по засвету Больше союзников. врагов. Штурер Эмиль это
аппарат как раз для этих целей. Так что не стесняйтесь, садитесь и вперед к победе, да. Штурер, грозный аппарат, а. Ух, Штурер Эмиль. Так, по пятибалльной системе ставим твердую 4, потому что если есть прям, ну, клянусь, желание прям поиграть на ПТшке с хорошей альфой, прям уничтожать врагов, Штурер Эмиль для этих целей реально хорошо подходит. Вот, точная невероятная пушка, а сумасшедшая альфа, нет брони, очень медленный, реально командозависимая техника. Но даже если вы останетесь 1 в 3, 1 там в 2 в конце боя, в кустах стоя, шансы на победу у вас есть. Разовый колоссальный урон. Вот, иногда можно даже и затащить. Ребят, подписывайтесь на канал, если у вас есть такой агрегат в ангаре, пишите свои комментарии, как вам это ПТ-САУ. Вот, лайкосов побольше. Но я говорю, до скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.